Вчера происходило много всего, но меня зацепила почему-то одна, не самая ужасная, но такая показательная, по-моему, история. Я иногда заглядываю в странные инстаграмы, и вот попадался мне пару раз инстаграм кота Степана. Обычный милый инст. Девушка фотографирует кота как-то вот так вот. Вот так вот. Кот стал мемный, типа грустные коктейльные вечеринки символизируют. Инст большой, там 1 миллион подписчиков. Наверное, они на это жили. В обычной советской многоэтажке жили, обычной жизнью. С креативным бизнесом, вот. СМИ приезжали, брали интервью. Все было хорошо у людей. Вот только им не повезло жить в Харькове. Самом русском городе Украины. Туда пришел Путин со своей войной. Вот так теперь выглядит дом, где жила Анна и фотографировала своего кота. Стреляли не укрофашисты. Стреляла российская армия. Анна смогла спастись, ей повезло. Вот что она пишет. 24 февраля утром мы были дома и спокойно спали. В 5 утра раздался какой-то взрыв, и я сквозь сон даже не поняла, что это было. Через какое-то время, примерно через полчаса, раздались последующие взрывы. Задрожали окна. Я вскочила и поняла, что происходит что-то ужасное. Наступление и обстрел Харькова. Мы осознали, что в наш дом пришла война. В первый день войны были самые жесточайшие разрушения. В соседние дома ежедневно попадали снаряды. Дома горели на наших глазах. Наш дом каким-то чудом оставался в порядке ровно неделю. На 8-й день пострадал и наш дом. В балкон соседей прилетел снаряд, пожара не было, слава богу. В 2-3 десятках квартир высыпались все стекла. Также 2 снаряда упало у нас во дворе, перед домом. 2 ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтобы зарядить телефон, мы ходили в соседний подъезд, в подвал. Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов и через 20 часов добрались до Львова. Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много, 4-5 тысяч. Мы прошли границу спустя 9 часов, попав в Польшу. Сейчас у них все нормально. Я хочу еще раз напомнить, что это женщина, которая фотографировала кота. Ее дом денацифицировал, что ли, Путин, стрельбой туда, то ли из артиллерии, то ли из ракет. В соседний дом прилетел снаряд, во двор прилетел снаряд. Она чудом убежала и даже смогла спасти кота. Миллионы вынуждены были оставить свои дома и бежать от путинской армии с детьми, с пожилыми родственниками. Все эти миллионы беженцев — это вот такие вот люди, обычные. Такие же, как мы с вами, как наши родители, как соседи. Но они смогли хотя бы уехать. А тысячи, и похоже, что вообще десятки тысяч не смогли убежать и погибли под этим российским огнем. Почему это происходит вообще? Вот Марина Медь с сыном Иваном из пригорода Киева. Они жили вдвоем. Не так давно вот ездили в Киев на экскурсию, фотографировались, вот, хорошо проводили время. Марина работала в HR, в какой-то небольшой фирме, все было хорошо. Я нашел ее в Фейсбуке. Одинокая мать с сыном. Если покрутить фотки, просто обычная женщина. Выйдите на улицу и встретите таких в любом российском городе. Просто обычный человек, который неплохо жил в пригороде европейской столицы. Вел только на русском свой Фейсбук. С украинским флагом, конечно, потому что она из Украины. Обычный украинский человек, русскоязычный, который жил в пригороде европейской столицы. Обычной жизнью. Одинокая мать. Российская артиллерия обстреляла ее город Ирпень. Мама с ребенком. Ребенку 12 лет, мальчик. Марина с сыном погибли около своего дома. Их даже не смогли похоронить из-за обстрелов. Они похоронены у себя во дворе, рядом с той лавочкой, на которой Марина, возможно, сидела и наблюдала, как ее сын играет на детской площадке. Как это может все происходить? Как российская армия могла убить Марину и Ивана, и разрушить дом Анны, и заставить ее бежать из страны? Эта война — это самое безумное, что могло произойти с нами, с нашей страной. Многие люди одурманены пропагандой, и многие просто не хотят верить, что это мы. Но это мы. Это наша армия. Это наши солдаты, наша артиллерия. Это не бендеровцы и не фашисты. Вернее, спорный вопрос, можно ли назвать эти события фашизмом. Вот только делает их армия России. Если бы наша армия туда не пришла, причем безо всякой причины, была бы жива Марина и Иван,
сфотографировалась бы с сыном у других достопримечательностей, не был бы разрушен дом Анны, и они дальше счастливо бы там жили и фотографировали бы там в нем своего кота. У этой войны нет никаких причин. Мы никого не защищаем, никого не спасаем. Наша армия несет смерть и разрушение в мирные украинские города, а наши политики и пропагандисты нам врут о том, что это спецоперация и денацификация, что мы кому-то помогаем, а наших не бросаем. Врут. А тем, кто не врет, угрожает тюремными сроками. Сегодня нет никаких полутонов. Есть четкое добро и зло. И зло — это российская армия. А добро — это такие люди, как Марина и Иван, как Анна, которые теряют, если им еще повезет, просто свое жилье и имущество, а если не повезет, свои жизни и жизни своих детей. Этой войне нет никаких оправданий. Теперь я сейчас расскажу в своем обычном ключе политологический ролик. Дальше будет про то, как именно и почему в российских элитах может созреть заговор. Такой мой канал, я политик и канал про политику. Мне не просто писать эти ролики сейчас, а еще и стараться сохранять такой спокойный стиль повествования, когда армия той страны, паспорт которой лежит у меня в кармане, убивает безо всякой причины людей в соседней стране. Но, не знаю, мне кажется, что сейчас нужны такие ролики, поэтому давайте его сделаем. Путин вчера проводил экономическое совещание с членами правительства, в начале которого произнес довольно угрожающую речь. Это выступление необычное путинское словоблудие, из которого совершенно не ясно, что же хотел сказать автор, и даже не речь советского генсека позднего периода, которые шпарили по бумажке канцелярский текст о борьбе за мир во всем мире и разрядке из разоружений. На самом деле, то, что мы увидели, вряд ли можно отнести к одному из прежних жанров. Потому что текстуально это 30-е годы прошлого века, тоталитаризм как он есть. Это разделение страны на патриотов, читай, горячих сторонников Путина, и на людей второго сорта, насекомых, против которых все средства хороши, о которых нация должна очиститься, чтобы стать сильнее. Подобные вещи принято вещать перед ликующей толпой, таким голосом и в таких выражениях, чтобы у людей в жилах кровь разом стыла и вскипала, чтобы ужас был неотличим от восторга. Речь о зачистке нации, об угрозе ее существования, произнесенная себе под нос в стерильной комнате без окон, мягко говоря, выглядит нелепо. Помесь французского с нижегородским, национал-социализма с райкомовской конференции. Причем сейчас же нет даже формального повода вот этой звенящей пустоте. Коронавирус в России официально отменен. Речь Путина, пусть и звучит зловеще, но для простых граждан на самом деле мало что меняет. Силовикам не нужно особое разрешение или приглашение, у них уже есть целая пачка законов, позволяющих закатать в асфальт каждого, чье мнение хоть сколько-то отличается от генеральной линии. Силовики не слушают речей, силовики читают законы. Путин, конечно же, обращается к собственному селекторату, начиная с ближайшего окружения и заканчивая российской политической элитой в широком смысле, к крупнейшим бизнесменам, чиновникам и топ-менеджерам. Эти люди очень богатые и очень влиятельные, за 3 недели потеряли все. Дело не в гипотетических миллиардах курсовой стоимости их активов, не в замороженных счетах иностранных юрисдикций и даже не в особняках и яхтах. Дело в утрате 2 вещей – статуса и безопасности. Еще 23 февраля эти люди, путинская элита, были частью глобального истеблишмента. Они играли в гольф с принцами, ужинали с самыми уважаемыми людьми планеты, выписывали на свои праздники звезд первой величины, заседали в попечительских советах благотворительных фондов, раздавали интервью деловым СМИ о новых подходах к менеджменту, сидели на трибуне собственного футбольного клуба по соседству с обладателями Оскара. Это внутри они проворачивали сомнительные дела и были вынуждены все время идти на все более и более мерзкие компромиссы. На благотворительном ужине в Лондоне они были респектабельными людьми, вровень с мировой элитой. За 3 недели они стали неприкасаемыми. Они идут в одних списках с наемниками и полевыми командирами. Основатели Альфа-групп, генеральный директор Яндекса, компетентные и заслуженные люди теперь идут через запятую с руководителем Росгвардии Золотовым. Дело совсем не в формальных ограничениях. Дело в том, что после этих 3 недель от них будут шарахаться как от чумных. Никто не будет разбирать, кто там взаправду Путин's Oligarchs, а кто рядом постоял. Все видели бомбу в Мариупольском роддоме и драмтеатре. Все понимают, что деньги этих людей, они в этой бомбе тоже есть в том или ином виде.
Теперь их не то что почетным президентом фонда никто не назначит, им машину в аренду не сдадут. Из мировой элиты они стали изгоями за считанные недели. И ведь люди эти в большинстве своем довольно не глупые. Они не хуже нас с вами видели, что творилось последние 20 лет, и не просто так выстраивали инфраструктуру жизни далеко за пределами любимой родины. Все хотели оказаться умнее, чем Ходорковский, чем Улюкаев, чем Калви, чем Абызов. Все понимали, что при таком всевластии силовиков черный день настанет для каждого, у кого можно что-то взять. И все хотели встретить этот день не ближе Тосканы. Зарабатывать деньги в России, а жить на Западе – это не про СММщика из Ижевска, которому пришьют дело о госизмене за пост. Его пришьют и без речей Путина. Это все про них. Это про политическую бизнес-элиту, на которой держится режим Путина. Но за 3 недели Путин сделал их своими заложниками. Они потеряли все и ропщут, уже даже не скрываясь. Это им адресовано предупреждение, что нация легко избавится от мошек у себя во рту. Пусть на самом деле это и не нация, а один человек. А на этих мошках он строит всю свою власть. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. И тут логично перейти к вопросу, который обсуждают открыто с самого начала войны. Какова вероятность дворцового переворота? Какова вероятность, что окружение Путина сбросит со страны, а в первую очередь с себя, тот груз, который тянет всех в пропасть? Сейчас об этом поговорим, но мы сначала поставим тут рекламу. Мир вокруг нас меняется. Многие вещи уходят из нашей жизни. Но кое-что остается прежним. Это высокие зарплаты сотрудников IT-сектора. Программистов, тестировщиков и разработчиков игр. Последние сейчас на вес золота. Игровые компании испытывают недостаток в толковых специалистах и повышают зарплаты, а некоторые студии готовы платить в долларах. Сейчас средняя зарплата разработчика игр в России 120 тысяч рублей и растет с повышением опыта. Звучит круто? Если вы когда-либо мечтали попасть в геймдев и заниматься разработкой игр, самое время начать курс «Разработчик игр» на Unity от онлайн-школы Skill Factory. Он позволит вам с нуля войти в мир игровой индустрии. Вы изучите основы 3D-моделирования и геймдизайна, освоите язык C# и научитесь выводить игру на рынок. По окончании курса в вашем портфолио будут 4 законченные игры: 3D-платформер, Space Shooter, 3D Racing и Tower Defense. А карьерный центр Skill Factory поможет вам найти работу. Skill Factory специализируется на технических профессиях и умеют выстраивать обучение так, чтобы информация запоминалась надолго. Их главное правило – минимум теории, максимум практики. Уже с первого дня обучения вы будете решать реальные задачи, над которыми работают разработчики в реальных компаниях. А если вы и вовсе мечтаете сделать собственную игру, но не знаете, с чего начать, преподаватели Skill Factory подскажут вам лучшие решения для вашей игры и помогут разместить готовый проект в игровых магазинах. У курсов в Skill Factory действительно топовые рейтинги. Можете посмотреть реальные отзывы учеников на Google или TutorTop. Так что, если вы хотите научиться создавать игры и получать зарплату в 120 тысяч рублей и выше, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс. По промокоду CATS скидка в 45%. Продолжим. Мы ставим в эти видео рекламу, чтобы редакция могла продолжать существовать. Дворцовый переворот – дело сложное. Давайте обратимся к истории и посмотрим на эталон деструктивных режимов, который нес опасность стране, всему миру и собственным элитам, на нацистскую Германию. К концу декабря 1942 года все люди, которые хоть что-то понимали в войнах, а Гитлера окружали именно такие люди, настоящие генералы, а не пиарщики, так вот, эти люди не могли не осознавать, что Германия проиграла войну. Потому что Блицкриг в СССР уже провалился, а главное, потому что в войну вступили Соединенные Штаты Америки. У тебя накрывается наступление на главном направлении,
Ты должен удерживать львиную долю Европы своими оккупационными войсками, а теперь против тебя еще и совершенно подавляющий экономический потенциал. Такую войну, де-факто против всего развитого мира, нельзя выиграть. Она закончится поражением Германии годом раньше или годом позже. Не выигрывают войны с теми, кто может выставить 5 солдат на одного твоего, выпустить 100 патронов и 10 танков на один твой. Людские, финансовые, промышленные ресурсы антигитлеровской коалиции превосходили агрессора уже в разы. Окружение Гитлера могло избежать ужасных последствий для себя, попросту скинув обезумевшего фюрера. Более того, не просто избежать последствий, но остаться политической элитой в стране, которая пока еще не разрушена до основания. Но они этого не сделали. Они просто наблюдали, как война проигрывается, а страна катится в преисподнюю. Наблюдали до самого конца. Гитлеровская Германия — это пример режима, который не рухнул даже тогда, когда вся его власть ужалась до площади единственного бункера. Пример режима, когда все понимали, но никто ничего не делал. Давайте теперь рассмотрим еще один исторический эпизод. Смещение с поста первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1964 году. Хрущев пришел к власти в Советском Союзе вскоре после смерти Сталина. Тогдашние элиты, уставшие каждую ночь ждать стука в двери черного воронка, который увезет их в вечность, формулировали свой запрос довольно четко. Коллективное руководство и безопасность. Массовые репрессии были свернуты, а из руководителей высшего звена пулю в затылок после этого довелось схлопотать лишь Лаврентию Берии, который единственный из всех мечтал продолжить сталинский курс. Больше никогда крупных начальников в СССР не расстреливали с тех пор. Первое время все шло как задумано. Началась оттепель, прошел 20-й съезд КПСС, на котором был разоблачен культ личности Сталина и осуждены его преступления. Был реорганизован ГУЛАГ, политические заключенные стали выходить из тюрем и даже смягчилась на время цензура. Со временем небольшая система сдержек и противовесов, которая тогда создалась, была Хрущевым демонтирована, и дальше он стал править в одиночку. Вскоре это стало проблемой. Он был малообразованным и экспрессивным, любил эпатажные заявления и прославился тем, что якобы стучал ботинком по трибуне во время выступления в ООН. Хотя это на самом деле конкретно легенда. СССР под руководством Хрущева к началу 60-х вошел в абсолютно рукотворный период турбулентности, как во внешней политике, так и во внутренней. Эксперименты Хрущева с освоением целины привели к тому, что хлеб пришлось закупать за границей. Перебои с мясом привели к протесту рабочих в Новочеркасске в 1962 году, который был жестоко подавлен военными. Про кукурузу даже говорить не буду, там вообще все ужасно было. Во внешней политике Хрущев дважды поставил СССР на грани ядерной войны с США. В 1961-м во время Берлинского кризиса и в 1962-м во время Карибского. Лишь чудом все закончилось тогда благополучно. При всем этом Хрущев поссорился еще и с Китаем, лишившись важного союзника на Востоке. Зная характер первого секретаря, советская элита отдавала себе отчет, что новые кризисы, такого же плана, как Берлинский и Карибский, лишь вопрос времени, и недалек тот час, когда нервы у кого-нибудь не выдержат и начнется новая война. Здесь надо отметить, что тогдашние руководители СССР прекрасно знали, что такое мировая война. Они все так или иначе прошли через Великую Отечественную войну и повторения этого опыта искренне не хотели. В итоге в высших партийных кругах созрел заговор против Хрущева, и в 1964 году он был снят с должности. Генсеком стал Брежнев, и на долгие годы, вплоть до конца 70-х, до начала войны в Афганистане, отношения между СССР и Западом были вполне стабильными, угроза взаимного уничтожения на время отступила. Такие вот два примера, оба из тоталитарных стран, и их уместно сравнивать. И на этих примерах мы видим, что варианты противостояния диктатора и элит могут быть прямо противоположные, без относительно реального масштаба проблем. Давайте теперь поговорим о тех аргументах, которые могут объединить самые разные силы в путинском окружении и заставить их сделать так, чтобы эта война закончилась самым естественным образом – устранением ее единственной причины, а именно нахождения Владимира Путина на посту президента России. Если в конце февраля еще кто-то мог в этом усомниться, то сегодня нет вопросов. Войну с Украиной невозможно выиграть. Захват и оккупация Киева – это невыполнимая задача. У этой войны был крошечный шанс в первые пару дней. Если бы политическое руководство Украины дрогнуло и эвакуировалось, то была призрачная возможность Крыма номер 2, да и то совсем не факт. Но случилось прямо противоположное. Огромная страна едина как никогда. Рейтинги властей как никогда высоки, причем одинаково высоки, что в Харькове, что во Львове. Армия пользуется огромной поддержкой и помощью со стороны граждан и успешно обороняется.
Не нужно быть военным аналитиком, чтобы понимать сейчас обреченность этой затеи. Обреченность затеи захвата миллионных городов, жители которых тебя ненавидят. Но до тех пор, пока Путин в Кремле, эту войну остановить нельзя. Да, с Украиной можно попробовать подписать перемирие, но в довоенную жизнь уже не вернуться. Никакой пропагандой такое фиаско не припудришь. Все фантомы, которые строили годами о стратегическом гении Путина, о нерушимости армии, о суперменах-чеченцах, о несостоятельности Украины, разлетятся в прах просто. Люди в России обнищают, и обнищают не за большую яркую победу, они обнищают просто так. При этом каждый день наносят ущерб, который придется разгребать годами. Многие не до конца осознают, как работают санкции. Прямое действие санкций — это даже не половина ущерба от них. Санкции создают широкую токсичную среду. В 2014 году против России как государства не было введено никаких санкций. Они были введены против нескольких физлиц и 2 банков, о существовании которых мало кто слышал. Появились ограничения в оборонке. Но все это было настолько несерьезно, что российское правительство решило добавить проблем от себя, монополизировать продовольственный рынок и сделать всех сильно беднее. Тем не менее, даже тогда у самых обычных российских граждан, у самых обычных российских компаний, ведущих бизнес и живущих в Европе и в Соединенных Штатах, возникли вполне конкретные проблемы. Банки, в которых люди с видом на жительство годами обслуживались, начали задавать вопросы. У вас там 20 тысяч евро на счете, а расскажите-ка нам, а лучше подтвердите пачкой документов, а откуда эти деньги? А мы пока счет ваш заморозим, ну просто на всякий случай. Потому что кто там этих русских разберет? С кем он аффилирован и чем занят? А играть в прятки с финансовыми властями — это шанс проиграть весь бизнес. Сейчас же, с нынешним масштабом, любые деньги, любые договорные отношения с любыми людьми, с любыми компаниями, хоть как-то связанными с Россией, будут как красная лампочка для любых юристов, для любых служб безопасности. Это будет происходить даже на самом низком уровне. Даже при открытии дебетовой карты дисплей операциониста будет загораться красным уже при выборе страны. Это коснется всех без исключения. Если вашей фамилии, названия вашей компании нет в списках, это не значит, что вы не под санкциями. Это просто значит, что вас конкретно не назвали по имени. Западные компании бегут с российского рынка не потому, что в их руководстве сидят высокоморальные люди, а потому что работать с Россией сегодня плохо для бизнеса. Никто не хочет быть той европейской, американской, японской компанией, на чьи налоги бомбят мариупольский роддом. Что такое репутационный ущерб и насколько он важен, мы могли видеть на сюжете с разоблачением домогательств в Голливуде. Ведь те люди, которые попали под основную раздачу, Харви Вайнштейн, Кевин Спейси, не просто люди, это были курицы, несущие золотые яйца. Их отмена стоила сотен миллионов долларов, она погубила массу успешных проектов. Тем не менее, репутационные риски оказались выше. Вполне конкретные финансовые риски, вполне конкретные риски репутационные. Любой серьезный бизнес в такой ситуации говорит: мы не будем работать с русскими. Ни с какими русскими. Потому что береженого Бог бережет. Эта ситуация теперь надолго. Она не закончится вместе с войной. С окончанием войны лишь начнется длинный путь выхода из изоляции. Сначала юридической, а потом фактической. Любой человек в окружении Путина, хоть как-то связанный с финансовыми операциями, это, конечно, осознает. Как и осознает, что с каждым, буквально с каждым днем войны последствия только усугубляются. А срок, когда можно будет вновь начать жить как-то обычно, зарабатывать деньги, а не сидеть в окопе, отодвигается все дальше. Мрачное для Путина сходство с Крымской войной в том, что он сейчас единственное препятствие для всего своего окружения к тому, чтобы начать выход из этой ситуации. Совершенно неважно, кто победит в схватке бульдогов под ковром. Кто бы это ни оказался, он сможет всех собак повесить на единственное лицо, принимавшее решение. Любому из них ничего не стоит выставить себя жертвой его тирании. Сам президент постарался выстроить себе такое реноме. Каждый сможет отменить все его решения пачкой, быстро начав борьбу с тяжелым наследием авторитаризма. А главное, борьбу со своими конкурентами за властный ресурс. Ведь те, кто проиграл, станут путинистами и разжигателями войны, а те, кто выиграл, освободителями. Итак, мы имеем 3 обстоятельства. Один человек как корень всех проблем, то есть Путин, во-первых. Реальный шанс завладеть властным ресурсом на фоне кризиса и перегрева системы, во-вторых. Безвыходной ситуации при сохранении Путина, в-третьих. И все они в совокупности делают опасность переворота вполне реальной.
И по тону, каковой Путин избрал для, казалось бы, рядового совещания по экономике, хорошо видно, что и сам он эту опасность видит и осознает. Очень неприятно за считанные дни стать для всех людей, которые тебя окружают, не манной небесной, а источником всех их проблем. До завтра.